Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Почему покрытие через несколько недель носки выглядит неровным, с буграми? Это эффект усадки базового покрытия. Что с этим сделать? Как исправить? Смотрите в этом видео. Поехали! Давайте посмотрим на ногти. Тут выполнено выравнивание базой. Выполнял это мастер в салоне, но модель предположила, что этот мастер новичок и только учится, поэтому была такая невысокая стоимость за маникюр. Тут есть, конечно, ряд ошибок и по опилу формы, и по покрытию, и есть затеки, и отслойки. В общем, все проблемы, с которыми может столкнуться неопытный мастер. Старое покрытие удаляем до тонкого слоя и убираем отслойки. А теперь поговорим с вами про усадку. Усадка материала – это уменьшение в объеме или размере в процессе затвердевания или полимеризации материала, или при его деформации. То есть, когда у нас материал просыхает в лампе, он немного также дает усадку. Иногда даже клиент может почувствовать такое, как скручивание ногтей, немного поджимающее чувство с обеих сторон. Вот представьте, как будто мы надеваем туфли, которые нам впритык или слегка малы. Вот такое сдавливающее чувство. Кстати, если у кого-то такое было, напишите об этом в комментариях. Также наверняка вы замечали, что от гель-лака ногти часто скручиваются при длительном ношении, и арка становится больше. Либо усадка происходит при деформации покрытия. К примеру, человек ходит с покрытием гель-лак, ногти у нас изгибаются в процессе носки, материал, получается, растягивается подобно резине, и в месте наибольшего растяжения материал проседает. Особенно часто такой эффект можно увидеть на ногтях с длинным свободным краем, либо при использовании пластичных, каучуковых или раббер баз. Свободный край в процессе носки гнется и деформирует покрытие. Еще несколько лет назад можно было повально встретить такой эффект, потому что базы в основном были пластичные. Я думаю, что многие из вас сталкивались с этим эффектом. Но затем появились более твердые материалы. Мастера стали работать с жесткими материалами, с гелями, с акригелями, и постепенно такой эффект сходит на нет. Но тем не менее с ним может столкнуться абсолютно любой мастер, если неправильно подобрал материал или просто не знал его свойства. Как можно избежать усадку? Повторюсь, это использовать жесткий материал, например, твердый гель, акригель, либо жесткие базовые покрытия. Вы можете проверить свою базу на пластичность. Каким образом? Наносим выравнивающий слой на файл, либо на глянцевую поверхность, полимеризуем, сушим в лампе, затем снимаем липкий слой с этой базы, далее снимаем липкий слой с базы, отделяем и начинаем изгибать. Смотрим, насколько деформируется база. Если она не гнется, а крошится, это говорит о ее жесткости, прочности. Для того, чтобы база не раскрошилась в процессе носки так же легко, как мы ее согнули, я вам рекомендую под жесткую базу тонким слоем нанести пластичную базу, а затем уже выполнять выравнивание при помощи жесткой. Либо мы можем использовать в работе моделирующие твердые материалы. И как раз в нашем сегодняшнем случае мы будем выполнять укрепление акригелем и гелем. Это те материалы, которые будут прочно стоять на ногтевой пластине и не дадут такого эффекта. Хотя нужно учитывать, что в настоящее время гели также обладают различной степенью пластичности. Некоторые гели достаточно мягкие, армирующие, подобны твердой базе. Поэтому также рекомендую свои твердые гели протестировать на момент пластичности. Мы с вами выполнили снятие, маникюр, подготовку ногтей, и теперь как раз таки наносим подложку из прозрачной пластичной базы в тонкий слой. Тут не нужно делать никакого выравнивания. База лишь помогает улучшить сцепку между натуральным ногтем и следующим покрытием. Если без базы сразу нанести твердый материал, то вероятнее всего возникнут отслойки по периметру кутикулы. Достраивание отсутствующих нижних параллелей и наращивание на сломанном ногте буду выполнять при помощи мультигеля от Эмень, цвет Cover Pink. Мне очень нравится этот материал акригель, потому что он без крупинок, он удобный по консистенции, средний, его легко распределять, и он достаточно прочный в носке. Подготавливаем формы, если видим зазор между ногтем и бумажным шаблоном, вырезаем вглубь. Кстати говоря, эти формы немного металлизированные,
Они хорошо держат арку. То есть, как мы поставим форму, так она и будет держаться, не будет раскрываться. Это, кстати, немаловажный плюс форм. Поэтому обращайте внимание на этот показатель. Намечаем насечки и вырезаем ушки. Наверняка вы обратили внимание, что последняя фаланга на мизинце у моей модели растет в сторону. Так вот, наша задача поставить форму не по росту последней фаланги и по росту ногтя, а немного влево, то есть по направлению центральной оси, чтобы исправить рост ногтя в бок и чтобы он получился красивым и ровным. Кстати говоря, после моделирования моя модель отметила, что она еще никогда не видела свой мизинец таким ровным. Устанавливаем форму, и чтобы сделать четкий квадрат, мы можем срезать носик, который заужает форму, и приступаем к выкладке. Набираем небольшой шарик акригеля и выкладываем его сразу на форму. Если вы переживаете, что форма будет отходить, неуверенно стоит, мы можем сначала сделать тончайшую подложку из прозрачной базы, тогда у нас форма не будет уходить под ноготь и не возникнет эффекта ступеньки. Но если вы сразу работаете акригелем, как я, старайтесь не сильно давить кистью на форму, чтобы она не уходила под ноготь и не было ступенечек. Важно подложку делать тоненькой, особенно если вы вдруг хотите поджать свободный край. И моделируем сразу на готовность, делаем четкий квадрат. Для того, чтобы материал лучше распределялся, использую специальную жидкость для разравнивания акригеля. Из-за неправильного опила видим ступеньки по точкам вроста. Их необходимо доложить также при помощи акригеля. Смотрю, чтобы из точки вроста до свободного края шла прямая линия. Это важный критерий для красивой формы четкий квадрат. Архитектуру будем выстраивать при помощи полупрозрачного розового геля. Его цвет может показаться очень интенсивным в баночке, но на самом деле он полупрозрачный, и когда мы выкладываем его на ногтевую пластину, он смотрится максимально естественно. Сначала промазываем тонкий слой для увлажнения, ставим моделирующую каплю и распределяем ее. На этом этапе я не стараюсь довести работу до идеала. Я понимаю, что у меня впереди будет опил, и, кстати говоря, мне быстрее опилить, нежели чем разравнивать до идеального блика, и все равно поверхность получится более покатой, не столь ровной. Поэтому я предпочитаю все-таки после выкладки пилить и доводить ногти до четкости. Отправляем в лампу на просушку. После просушки 30 секунд можем поджать ноготь по точкам роста. Вижу, что материал еще мягкий на этом моменте. Это говорит о том, что либо слишком толстый слой, либо лампа где-то плохо просушила материал, да, возможно, модель криво палец держала. Поэтому мы дальше отправляем на просушку для того, чтобы материал стал более твердым и жестким. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. И приступаем к опилу. На этом моменте самое главное не снести то, что мы так долго строили. Это нижние параллели и боковые стенки. Конечно, при опиле квадрата есть 100-500 нюансов, поэтому я рекомендую вам посмотреть видео на моем канале по опилу форм ногтей. Они будут полезны для мастера с различным уровнем. Придаю ровности поверхности. Не забываем про изнаночную сторону. Выпиливаю натуральный ноготь, формирую арку. Толщина ногтей должна быть не более 1 мм. После того, как прошлась по поверхности бафом, приступаю к дизайну. Выполним геометрические линии при помощи белого гель-лака, и чтобы линия получилась ровной, использую длинную кисть. На таком приближении на супер макро кажется, что линия немного неровная, растекается за счет шероховатости на поверхности. Но поверьте, когда мы перекроем топом, этого совсем не будет видно. К тому же мы дополним дизайн слайдерами и наклейками. На среднем ногте рисую линию поперек, просушиваем в лампе и дополним при помощи слайдеров. Поскольку поверхность у нас матовая, то слайдер не приклеится. И для дополнительной липкости наношу праймер. Это такой лайфхак, который позволит хорошо отпечатать слайдер. А для отпечатывания использую штамп для стемпинга. Это очень удобная техника при работе с слайдерами. Еще один лайфхак. Для того, чтобы убрать пленочку вокруг картинки, также нанесите праймер. Праймер ее растворит, и при покрытии топом ее не будет видно. Если был такой полезный лайфхак, обязательно поставьте пальчик вверх. Мне будет приятно знать, что информация была полезной. Теперь перекрываем топом в средний слой
И да, такое часто случается, когда у нас много материала в флаконе, то с кисточки так и норовит упасть капля. Конечно, при виде сверху этого не видно, а вот вам при виде сбоку это очень хорошо заметно. Убираю излишки топа со свободного края, чтобы не придавать объема. Наш итог. Конечно, для таких ногтей требуется укрепление твердым материалом, но и базой каждый мастер должен уметь правильно работать. Смотрите другие видео с выравниванием тут, чтобы не допускать ошибок, но я желаю всем успеха в работе. Счастливо! Пока-пока!